задняя часть нашей сумки. Можно делать так, а можно сделать так. Теперь нам надо прострочить, обработать и будем творить дальше. Понадобится еще один карман. Я вот тут подобрала более-менее подходящий. Вот у нас будет здесь. Для дальнейшей работы все-таки я вырежу. Это будет вот таким образом. Для дальнейшей работы нам нужен лист бумаги. За минусом швы притачиваем как раз наш размер. Обводим карман. Вот здесь на джинсах будем делать аппликацию, и карман будет частью этой аппликации. Вот у нас есть детали, нарисовали. Сейчас надо подобрать ткань и вырезать эти детали. Теперь нам понадобится калька, чтобы снять вот эти детали. Все детали мы выкроили. Теперь у нас котик будет обнимать карманчик. Поэтому мы вначале зигзагом настрачиваем вот эту часть. Шьем зигзагом очень мелкий шаг, ну, чтобы стежки ложились плотно. Прикладываем. Это пока отложим. Где у нас этот котик будет? Мелким зигзагом пристрачиваем. Так, теперь нарисуем ротик. Это мы сделаем просто строчкой.
Такой улыбающийся котик будет у нас. Дальше усы. Так, ну и вот здесь вот ушки обозначим. Тоже строчку сделаем так, чтобы сразу выражение мордочки изменилось. Стал значительно посимпатичнее, повеселее и посимпатичнее. Получается вот такая рожица симпатичная. Ну все, можно пришивать карман. Можно его даже в наклон пришить. Можно прямо. Так вот. А я вот так вот пришью. Так, мне кажется, поинтереснее. Пришиваем карман вот здесь прям по краешку. По краешку. И потом пришиваем лапку. Лапки обе пришиваем. Забыла сказать, вот эти строчки я делала швом для трикотажа. Прямая строчка для трикотажа. Почему именно ей? Потому что она получается тройная. Иголка делает движение вперед, назад и снова вперед. И поэтому такой выразительные получаются строчки. Если сделать обычный машинный шов, она будет тоненькая и плохо видно. Вот получилось. Здесь у нас карманчик, можно воспользоваться. С обратной стороны тоже карманчик. И продолжаем, складываем и сшиваем. Прошила. Вот так складываем, такая сумка. Здесь у нас шов. Можно так оставить, а можно нашить тесьму под цвет носика. Ярко и отвлекает от этого шва, маскирует. Сейчас я просто пришью прямой строчкой. А потом будем выкраивать подклад. Сейчас выкраиваем подклад. По размеру точно такой же. Эту деталь складываем, прострачиваем здесь и здесь. Эту деталь мы складываем и прострачиваем. Прострачиваем здесь. Здесь в любом месте оставляем незастроченный участок. Через него мы будем выворачивать сумку. Надо выкроить ручки для сумки. Чтобы в готовом виде ручка была 2 сантиметра, значит, умножаем на 24 и плюс 2 припуска на подгиб 6 сантиметров. Выкраиваем полосочки шириной 6 сантиметров. Теперь складываем и прострачиваем с двух сторон, с этой и с этой. Для начала можно загладить, чтобы было легче. Загладили 1 сантиметр здесь, 1 сантиметр здесь, потом сложили, загладили и прострочили. Вот я таким образом и сделала. Заутюжила с одной стороны, с другой, сложила пополам и тоже проутюжила. И теперь сейчас очень легко будет просто проложить строчку с этой стороны и с этой стороны. Вот ручка. Надо померить. Прикалываем.
Теперь от центра. Здесь у нас посередине шов. Измеряю 7 сантиметров. 7 и вторую ручку, второй конец ручки на этом же, на одинаковом расстоянии от центра. Две иголочки для того, чтобы она вот так вот не перекручивалась. Если одну заколоть, она именно так и будет делать. А если мы две по краям сделаем, эти иголки хорошо зафиксируют. И теперь переворачиваем. Соединяем вот эти швы средние. И прикалываем ручки. Вставляем это в подклад лицевыми сторонами друг к другу. Это очень важно. Боковые швы соединяем. Здесь по всему, по всей длине соединяем и прострачиваем. Прострочила. Здесь мы оставили окошечко не зашитое и через него выворачиваем. Сейчас мы вот так сложим и застрочим. Можно зашить на руках. Выворачиваем. И вот здесь вот сделаем строчку, чтобы не выворачивалась изнанка. Все, готово. Здесь карманчики. Здесь тоже карманчик, который охраняет вот такой кошарик. Вот такая красота получилась.